Как-то делал большую доску с хаотичным рисунком. Доска очень большая, клетка у нее получается 3 дюйма или 75 миллиметров. Сейчас мне нужно сделать точно такую же доску. Понятно, что я не буду показывать весь процесс, но будут отличия. Дело в том, что рамку я обычно фрезеровал на большом фрезере, используя большую фрезу. Сейчас у меня есть станок ЩПУ с большим полем, поэтому я попытаюсь сделать вот эту рамку на станке ЩПУ. То есть как это будет происходить. Сделаю большое основание, выфрезерю углубление и потом, используя функцию Molding Tool Pass, сделаю рамку. Дело в том, что большая фреза часто портит рамку, вырывает углы, оставляет неровные поверхности, поэтому попытаюсь использовать станок ЩПУ. Процесс будет более длинный, но я надеюсь, что качество будет гораздо лучше. Доска будет огромная, вот таким будет основание. Сейчас я приклею рамку из падука, один ряд, а потом еще два ряда из ясеня. То есть все склею, а потом обработаю на станке ЩПУ. Доска огромная, размер ее заготовки 770 на 770 миллиметров. Ни один мой станок не может выровнять эту доску, я имею в виду ни рейсмус, ни шлифовальный станок, поэтому буду выравнивать на станке ЩПУ. Буду использовать вот такую большую пазовую фрезу диаметров
18 миллиметров, и сниму где-то, ну, наверное, миллиметр достаточно будет. Сниму по всей площади для того, чтобы выровнять доску. Поверхность выровнена. То же самое проделываем с обратной стороной. Сейчас я хочу вырезать здесь отверстие. Для чего это нужно? Во-первых, это снизит возможное внутреннее напряжение в древесине, которые могут возникать вследствие сушки. А во-вторых, достаточно существенно уменьшит вес доски, но я думаю, килограмма на 3-3,5. Вот такое будет отверстие, а из этого будет изготовлена обычная разделочная доска. Теперь выбираем углубление, в которое сядет игровое поле. Углубление готово. Сюда сядет игровое поле в это углубление и останется, ну, примерно 10-миллиметровая рамка подука, которая будет видима между полем и самой рамкой. Теперь приступаем к наиболее ответственной операции. Это формирование, собственно, самого профиля доски. Использовать буду коническую фрезу. Сделал я такой профиль для доски. Запускаем функцию Molding to Pass, делаем расчет и получаем вот такой профиль. Вот такой профиль будет у доски. Все, мне кажется, достаточно аккуратно. Теперь нужно обрезать доску. Вот буду использовать 4-миллиметровую фрезу и обрежу точно по контуру. Вот какой получился профиль. Мне нравится, что все очень ровно, аккуратно. Главное, поверхность гладкая, потому что многие породы древесины склонны к вырыванию волокон, к образованию сколов. Вот это особенно касается таких хрупких пород, как мореный дуб. То есть очень сложно получить поверхность без сколов на обычном фрезере. Подук склонен
к растрескиванию, к вырыванию волокон. Ну, а в частности на венге очень сложно получить вот эту гладкую поверхность, поскольку волокна вырываются. Это, впрочем, касается и дуба. Кроме всего прочего, данный метод позволяет получить любой профиль. Здесь я вот сделал такой, сам его нарисовал на компьютере. В принципе, можно делать любой профиль. Здесь вы не ограничены профилем фрезы. Обычно я использую вот эту фрезу. Вот, обычно используя вот эту фрезу и вот этот профиль. Вот этот профиль. Но это один профиль, сама вот эта фреза в свое время она стоила около 20 тысяч. И на каждый профиль не напасешься денег, чтобы купить такую фрезу. На станке ЩПУ можно сделать любой профиль и сделать работу очень чисто и аккуратно. Я думаю, что только этот метод я и буду использовать в дальнейшем. Сейчас осталось немножко прошлифовать вот эти поверхности. Кромки покрыть лаком. Доска завершена. Приклеил я игровое поле к основанию. Очень мне понравился этот метод. Он решил сразу несколько проблем. И хотя он и более длинный, тем не менее он более аккуратный. Пожалуй, в будущем я всегда буду использовать этот метод.